Компьютерные сети. Компьютерная сеть– это системная совокупность устройств и программ, соединенных между собой с помощью сетевого оборудования и среды передачи данных. Локальная вычислительная сеть– это соединенные каналами обмена информацией компьютеры и другие устройства, расположенные на незначительном удалении один от другого, например, комната, здание или предприятие. Для создания локальных вычислительных сетей требуется специальное аппаратное и программное обеспечение. Ethernet– это стандарт проводных локальных сетей. Протокол Ethernet создал Боб Мэдклав для подключения нескольких компьютеров к одному лазерному принтеру. Смысл Ethernet в том, что поверх провода устанавливались устройства, которые регулировали потоки данных между компьютерами. Ethernet, в отличие от альтернативных предложений, допускал наличие ошибок при работе сети и включал алгоритмы их рандомного разрешения, что многократно упрощало построение сетей. Аналитик IDC сказал: «Сегодня интерфейсы Ethernet обходятся настолько дешево и отличаются таким низким энергопотреблением, что их используют даже в датчиках обнаружения дыма или в табло указателей выхода». В настоящее время разрабатывается единая сеть Inter-Ethernet, реализующая технологию распространения кадров Ethernet в локальных и глобальных сетях. Интер-Ethernet, как и интернет, делится на две подсистемы. Первая– это совокупность абонентских локальных мультисервисных сетей, и вторая– глобальная магистральная сеть, объединяющая все локальные сети в единое целое. Сейчас рассмотрим типы локальных вычислительных сетей. Первый тип – это локальная вычислительная сеть с общей шиной. Это последовательно соединяют компьютеры, что затрудняет диагностику, расширяемость, обеспечение устойчивости работы сети. Второй тип – это проводные локальные вычислительные сети, которые используют в качестве линий связи коаксиальный кабель, витую пару, волоконно-оптический кабель. Третий тип – структурированные локально-вычислительные сети, которые составляются из набора взаимосвязанных участков, каждый из которых соединен отдельной линией связи с коммутационным устройством. Это обеспечивает надежность, простоту обнаружения и ликвидации неисправностей, защиту информации, контроль производительности и так далее. Также существуют беспроводные локальные вычислительные сети, используют в качестве линии связи инфракрасные лучи или радиоволны. Wi-Fi является самым известным примером данной сети. Одноранговые локальные вычислительные сети не предусматривают выделение специальных компьютеров, организующих работу сети. А локальные вычислительные сети с выделенным сервером сложнее и дороже, однако сервер позволяет повысить все характеристики сети и осуществлять централизованное управление локальной вычислительной сетью. Также существуют беспроводные сенсорные сети, которые по сути похожи с беспроводными локальными вычислительными сетями, однако они состоят из миниатюрных вычислительно-коммуникационных сенсоров мотов. Локальные вычислительные сети обладают рядом возможностей. Первый из них – это получение доступа к аппаратным ресурсам сети. Также они могут получать доступ к программным ресурсам сети, получать доступ к информационным ресурсам общего пользования и отдельных пользователей, предоставлять в сеть свои информационные, программные и аппаратные ресурсы, регламентируя уровень и порядок доступа к ним,
осуществлять коммуникации путем обмена информационными ресурсами, в том числе и в режиме реального времени, получать доступ к своим ресурсам с любого компьютера сети и совместно использовать одну копию программного обеспечения и так далее. Для объединения компьютеров в локальных сетях наиболее часто используются сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и так далее. Поэтому рассмотрим самые распространенные типы данного оборудования. Для подключения устройства к вычислительной сети оно должно иметь свой сетевой адаптер. Адаптер – это переходное устройство, позволяющее одной системе соединяться и работать с другой системой. Также существует сервер – это мощный, высоконадежный компьютер для управления сетью и хранения общей информации, предоставления услуг и так далее. Также для хранения информации существует сетевое хранилище. Это внешние жесткие диски, подключенные к сети и позволяющие нескольким пользователям работать с общими файлами. Концентратор – это сетевое устройство, к которому подключаются все компьютеры в сети топологии звезда. Модем – это сетевое устройство, преобразующее цифровые сигналы в аналоговые аудиосигналы, которые оно передает и принимает по телефонным линиям связи. Коммутатор – это устройство, используемое для установления соединений в компьютерных сетях. Существует два основных вида коммутаторов – мосты и маршрутизаторы или роутеры. Здесь показана схема аппаратного обеспечения компьютерных сетей. Таким образом, в настоящее время необходимо дальнейшее развитие локальных ресурсов. Во-первых, развитие локальных сетей способствует развитию глобальной сети в целом. Во-вторых, локализация определенных сервисов способствует повышению качества их функционирования, обеспечивает новый, качественный уровень защиты конфиденциальной информации. На этом все. Спасибо за внимание.